Всем привет, друзья! Вы на канале Korea with Chris, и сегодня в этом видео я хотела вам рассказать о себе, о том, откуда я приехала, чем я занимаюсь и как я оказалась в Южной Корее. Погнали! Итак, давайте по порядку. Меня зовут Кристина, и мне 24 года. Я приехала сюда с Дальнего Востока, с города Хабаровск. Но перед тем, как приехать в Южную Корею, я побывала в Сингапуре и прожила там 2 года. На самом деле, после того, как я закончила школу, я не очень хотела ехать за границу, потому что я побаивалась, как вообще там все будет. У меня не было никогда опыта ездить куда-то одной. То есть за всю свою жизнь, когда я жила в России, я съездила только 1 раз в детский лагерь «Созвездие» и побыла там. А в остальное время всегда я куда-то ездила с родителями, за границу тоже с родителями. И тут мы сели разговаривать о том, что куда я хочу поехать, готова ли я ехать за границу. В итоге мы посовещались с родителями и приняли решение, что стоит применять свои знания и желания, превращать их в реальность, и пришли к одному выводу, что мы едем в Сингапур. Ну, точнее, я. Поэтому для меня это было достаточно тяжелое решение из-за того, что на тот момент я встречалась со своим молодым человеком, он у меня был футболист, и у нас с ним были немножко другие планы, да, то есть я думала, все, мы поедем в Москву, будем жить там вместе, он будет играть в футбол, а я буду учиться в Плеханово. Но на самом деле, когда я переговорила тоже со своим молодым человеком, спокойно, мы там тоже можем жить. Поэтому на самом деле я была очень так взволнована, мне было все интересно, хотелось побыстрее туда поехать, ведь не зря я учила английский, да, 11 лет в школе, нужно же как-то знания на практике применять. Летела в Сингапур, с того момента я проходила год обучения, это как техникум, да, то есть я полгода проучилась, потом у меня была практика в отеле, и то время было действительно обалденное. Когда я только приехала в Сингапур, было тяжело, правда тяжело. Я не знала, как разговаривать с разными национальностями из-за того, что у всех свой акцент, и каждый говорит по-английски по-своему. Когда я была в школе, знаете, вот ты учишь, да, когда аудирование там, и у них монотонный английский, британский. А тут я приехала, китайцы говорят на своем, да, каком-то сингапурском английском, индусы на своем, малазийцы на своем, и я такая, что делать? То есть первые 3 месяца у меня прям такая была адаптация достаточно тяжелая. Не сидела, не плакала, не рыдала, что я хочу домой, верните меня в Россию. Такого не было. Но мне было единственное, что тяжело, это из-за языка, потому что, хотя я его учила 11 лет, я чувствовала, как будто я учу язык просто с нуля. Не знаю, почему так было. Поэтому с того момента, когда прошел год, я съездила в Россию домой на немножко, потом опять приехала в Сингапур и уже ждала, что мой парень приедет ко мне, и у нас все будет классно. Но, к сожалению, не всегда отношения на расстоянии работают так, как мы хотим этого. Я очень действительно рада за тех пар, которые long distance relationship, и на самом деле я в тот момент тоже верила, что мы сможем. Но чем дольше шло время, и мы понимали, что это тяжело. Даже не было разницы во времени, знаете, Сингапур и Хабаровск всего 2 часа разницы. Немножко подытожу и прыгну сразу в конец истории. Поняли, что у нас дело идет просто ко дну. Пришли к такому выводу, что да, это конец. A few moments later. Смотрела Инстаграм, да, то есть проживала расставание как могла. У меня вот так вот корейские почему-то драмы, китайские начали просто вот так вот видео, да, маленькие высвечиваться. И я думаю такая, никогда в жизни не смотрела это. Ну, то есть, знаете, у меня не было никогда такого какого-то желания, там, кей-поп, Blackpink, BTS, то есть у меня такого вообще не было. Я просто слушала радио Европа плюс, простые там, да, зарубежные хиты, но именно вот эту кей-поп, корейскую индустрию я никогда не погружалась, не понимала особо, почему люди фанатеют, но у меня появилось время, да, то есть у меня теперь нет фейстайма с любимым человеком, и я понимала, окей, как коротать время дома, когда ты один. Поэтому я начала смотреть дораму
корейскую «Что случилось с секретарем Ким?». И тогда, ребята, я поняла, почему люди смотрят корейские дорамы. Я начала смотреть и видела, как вот это вот все преподносится, да, обращать внимание на их лица, как они выглядят, какой у них язык красивый. Почему-то меня переклинило, понимаете? И я начала думать о том, что было бы классно, если бы у меня тоже был такой опыт, и я бы могла повстречаться с корейцем. Почему бы и нет? Это не из того, что там, знаете, все, я там зафанател. Нет, я то есть спокойно вообще такая думаю, классно, окей, давай там, будет шанс, почему бы нет. Но в моем университете не было много корейцев из-за того, что у нас кампус достаточно маленький, в основном, знаете, у нас было много индусов, либо кто приехал там с Вьетнама, Китая, то есть раскачана была, да, какая-то другая часть, а вот именно корейцы, их приезжало там в полгода один человек. И тут захожу в новый класс, у нас была ориентация, когда приехали новые студенты, и я была с того момента, как приехала в Сингапур, до того времени в студенческом консуле, это студенты-активисты, да, студенческий отряд. Я пришла туда, открываю дверь, и тут мне вот так вот в лицо, знаете, стоит мальчик в очках и в кепке. И я смотрю на него, и я понимаю, это же кореец, мы такие друг другу, ой, сори, типа извиняюсь, и все. Я села в конец класса и смотрю на него, всю вот эту вот ориентацию студенческую, я думаю, сколько ему лет. Знаете, из того, что корейцы, они очень выглядят молодо, а на самом деле, да, ты посмотришь потом, и там написано, ему там 36 там, да, лет, например. У них вот так вот устроена, да, генетика, наверное. И поэтому в тот момент я такая думаю, вау, наверное, ему за 30. Спрашиваю подружку, которая сидит со мной рядом, она говорит, да нет, ты что, по-любому ему там, да, лет 26-27. Я такая думаю, посмотрим. И в итоге я поняла, что нужно действовать и пытаться, да, его заманить в свой клуб активистов. Вот. На этом я приостановлюсь. И если вы хотите продолжение, как мы вообще познакомились с моим будущим мужем, как у нас развивались начало отношений, то я обязательно вам об этом расскажу. Поэтому пишите комментарии. Если перепрыгнуть сразу, да, в конец, то когда я закончила бакалавриат и получила свой диплом, на данный момент мой парень, да, то есть который сейчас муж, он продолжал обучение, но приехали с России, с Кореи, у нас были каникулы, и тут мы приезжаем, и через 2 недели наступает ковид. Нас садят на локдаун, из дома выйти можно только в магазин или в аптеку. И я в тот момент должна была искать работу в Сингапуре, но я понимаю, что ее не найдешь, потому что я-то выпустила из гостиничного бизнеса, да, и как я вообще могу в нем работать, когда отели-то все вообще там на карантинах, да, то есть они и так сейчас будут стараться, сокращать свои расходы. Какой им иностранец? Они будут за меня платить деньги? Нет. И поэтому я поняла, что окей, будет тяжелое время. No, God, please, no, no! И тут у моего парня на тот момент меняют экзамены в Англии из-за того, что это ковид и не могут собираться все студенты. Поэтому получилось так, что он сказал то, что я поеду в Корею и буду там переждать это время. И я такая, здравствуйте, а я что буду делать? Поэтому на тот момент, так как у меня тоже виза студенческая истекала, и мне нужно было решать, да, куда устраиваться, что делать, я поняла, что, ребята, я хочу ехать в Корею за ним. Наверное, для кого-то это будет звучать наивно, да, что как ты можешь ехать вообще за ним. Ему нужно было сначала уехать, а мне нужно было чуть подольше подождать в Сингапуре из-за того, что я должна была приготовить визу, да, и вообще на каких правах я туда поеду. Понятное дело, в тот момент я рассказала своим родителям про идею, что я хочу ехать в Корею. И мои родители сказали, ты что, зачем тебе туда ехать? Ищи работу в Сингапуре, либо вон Турция открыта, Египет открыт, Дубай открыты. Знаете, когда ты ослеплен вот этой вот розовой пылью в глазах, любовь, ты не думаешь о том вообще,
чтобы ехать куда-то опять в другое место, и когда у тебя уже такой есть опыт отношений на расстоянии, ты понимаешь, что нет, я должен ехать за своим любимым. Поэтому я разговаривала с родителями, я их умоляла, пожалуйста, можно я поеду? Но в тот момент мои родители говорили, нет, что тебе там делать? Они хотели, да, чтобы я сразу начинала работать, а в Корее на работу я бы не смогла пойти из-за того, что мой корейский просто был как бублик, нулевой. Поэтому с горем пополам мы договорились с родителями, что я поеду все-таки на языковые курсы в Корею, и поэтому все сложилось достаточно хорошим образом. Работала фрилансером в интернете, пыталась зарабатывать какие-то деньги. Плюс из-за того, что в Сингапуре ты не можешь работать, когда ты студент, от слова совсем. Тебя вышвырнут из страны сразу, ты вылетишь оттуда из-за того, что тебя спалят, либо же ты просто, да, пойдешь работать нелегально. Пока ты студент, работы нет. И поэтому мне было тяжело там выживать из-за того, что ценники огромные, да, а я не могла даже ничего откладывать. И просила своих родителей тоже, да, помочь мне оплатить курс в Корею. Свершилось. И я получила визу D4, это виза студенческая на языковые курсы, и поехала в Корею. Поэтому как развивались события, когда я сюда только прилетела, что вообще, как тут было, происходило, как были курсы, об этом я расскажу во второй части. Поэтому всем спасибо за просмотр. До новых встреч!